Давно не секрет, что так называемый кавказский вопрос перестал быть проблемой только Кавказа. Отныне это дело всей многонациональной России. Но вполне естественно, что сам Кавказ должен идти в авангарде решения этого гордиевого узла России. Мы можем, мне кажется, постепенно выправить, постараться выстроить такую стратегию развития России, где Россия могла бы себя позиционировать как носитель своей модели развития, своей цивилизации. Россия – это цивилизация, это государство цивилизации, это не часть западного мира. В этой цивилизации, в России, мы могли бы провозгласить некий синтез содружества традиционных религиозных ценностей, так? Но чтобы опора на такой фундамент не увел нас в Средневековье, чтобы опора на такой фундамент не обернулся очередным этапом отсталости, несовременности, мы должны попытаться сочетать опору на фундаментальные традиционные ценности с научными и технологическими достижениями. Сделать то, что сделано в Китае, но не повторять китайскую модель. Сделать то, что сделано в Малайзии. Это мусульманская страна, которая показывает удивительный пример сочетания традиций, морали, духовности и научно-технологических достижений. Это мне говорили русские ребята, интеллектуалы из партии, она называется «Партия развития», по-моему, Юрий Крупнов. Такое сочетание, такой синтез возможен. В помощь участникам форума из столицы прибыли гости, представители главных учебных заведений Российской Федерации, ведущие эксперты, политологи, спортсмены. Максим Шевченко, Андрей Коротков, Умар Джабраилов, Александр Емельяненко, Юрий Олейников, Рамзан Абдулатипов и многие другие. И советское общество, более широкое российское, да, и кавказское общество, кавказский народ, опять-таки смогли найти тончайшую грань, по которой они прошли и сложились в единое общество, жившее по единым законам, стремившееся к единым целям, к единым идеалам. Опять-таки было порождено новое поколение кавказской элиты. Кавказцы-академики, кавказцы-космонавты, кавказцы-генералы, которые и на фронтах Великой Отечественной войны, и в мирном строительстве, и в науке, и в медицине доказывали свои конкурентные преимущества, доказывали, что они обладают уникальнейшим потенциалом. Не успело сложиться это общество, как грянула новая катастрофа. Я говорю о развале Советского Союза. И привычный для кавказцев мир рухнул в одночасье. Самые кровавые конфликты возникли именно по тем границам прежнего, привычного общего мира, которые больнее всего ощущали крах единой страны, крах единой цивилизации. В середине недели всеобщее внимание оказалось сконцентрированным на лекции Максима Шевченко о гражданском обществе, исламе, международной политике, о таком давно забытом понятии, как человеческое достоинство. Гражданство – это чувство, в первую очередь, собственного достоинства и ответственности. Эта мысль красной нитью проходит через все выступление известного общественного деятеля. А гражданское общество наступит только тогда, когда мы хотя бы научимся убирать за собой мусор. Шевченко удалось развить на основе диалога дискуссию о перспективах развития страны, о потенциальных возможностях по качественному изменению отношений внутри нашего общества по отношению к Северному Кавказу. Разные учреждения типа больниц там и так далее, домов престарелых, это не закят, это отдельные налоги. В случае войны собирается налог на ведение войны, правильно я говорю? Правильно. Поэтому установлено только закят как обязательный налог для мусульманина. Все остальное регламентируется тем, что установил. Я сам не факих. Я просто руководствуюсь здравым смыслом и своим представлением достаточно общим, хотя я не знаю арабского языка свободно и так далее, но о том, что есть логика. Я представляю, исхожу из того, что когда пророк организовывал общину, он руководствовался в том числе логикой. Вот я читал много достаточно книг.
Пророк заключал соглашение не только с мусульманами. Первое соглашение, когда он был в Медине, было заключено с Абу Суфьяном, с корешитами. 10-летнее соглашение, правда? Которое нарушили сами корешиты, что привело к тому, что Мекка открылась и мусульмане пришли в Мекку. Значит, сам по себе факт заключения соглашения между мусульманами и немусульманами установлен пророком. Здесь есть положение ислама. То, что установлено пророком, не оспаривается. Надо сказать несколько слов о бытовых условиях проживания делегатов форума. Попробуйте представить себе маленькую долину, затерянную посреди могучих гор. Долину, в которой, казалось бы, нет ни входа, ни выхода. На поляне стоит небольшой отель, который рядом с такими вершинами, как Муса, Читара, Эльбрус, Дамбай, Юльген, Чоджу, выглядит не больше спичечного коробка. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший. Но работа есть работа, а Кавказ есть Кавказ. И какие бы непреодолимые и трудные задачи ни стояли, всегда найдется время для знакомства с чудесным краем Карачаево-Черкесии. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. После самостоятельной работы в круглых столах, лекций и бесед с представителями научного мира молодежь отправлялась играть на спортивные площадки в футбол и волейбол или ехала на экскурсии к водопадам, горным вершинам и озерам. Ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше. Вообще условия проживания, распорядок дня отчетливо напоминают давно позабытые советские пионерские лагеря. С их лучшими традициями, праздничной атмосферой, дружелюбности, некоторой беззаботности и полного единения с природой и друзьями. Того, что было растеряно в хаосе перемен 90-х годов. Надеюсь, к тебе долетало, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. Разрываясь между делами, желанием послушать чужие и доработать собственные идеи, молодежь получила возможность отдохнуть, только общаясь в неформальной обстановке с чемпионом мира по боевому самбо Александром Емельяненко. Кстати, это удивительно открытый человек, способный поддержать беседу на самые разные темы, от спорта и большой политики до обсуждения качества меню и красоты гор. Вы когда выигрываете состязание, когда звучит российский гимн, вы о чем думаете в первую очередь? О стране, о семье, о победе, в конце концов? Я в первую очередь, когда выхожу на ринг, когда готовлюсь к любому турниру, думаю о стране, о России, потом о своем родном городе, Санкт-Петербурге, в котором сейчас живу. Вот. Потом о семье. Ну и как бы все вот эти вот разговоры, они у меня вместе связываются воедино, одну хорошую такую атмосферу. И поэтому я выхожу на бой, ни за что не боясь, в хорошем расположении духа, с хорошим настроем на победу. И побеждаю всех.